Хадзима Исаяма – автор фундаментального произведения, покорившего сердца миллионов читателей, в одночасье превратив талантливого, но никому неизвестного доселе художника в одного из самых востребованных мангак современного времени. На данный момент, в период сверхбыстрого развития сферы японского изобразительного искусства, сложно себе и представить, что одна из первых работ, нарисованная данным, относительно молодым человеком, станет одним из самых популярных произведений последнего десятилетия и побьет все оценочные рейтинги, попутно занимая все лидирующие позиции японских и международных чартов. История Хадзимы Исаямы – это история человека, гнущего свою линию, человека с собственным мировоззрением и оценочным взглядом, который и породил любимую нами и многими другими вселенную. О нем у нас с вами и пойдет сегодня речь. Приготовьтесь, мы начинаем наше увлекательное путешествие в мир Хадзимы Исаямы, его взлеты и падения, первые шаги в японском изобразительном искусстве. Обо всем этом вы узнаете с минуты на минуту. Ну а вы на канале Лаэра. Аве Мария, друзья! Автор будущего успешного произведения под названием Шингеки но Кёджин или Атака на Титанов по имени Хадзима Исаяма родился 29 августа 1986 года в Японии, в небольшом городке, я бы даже сказал в очень маленьком городке под названием Ояма, префектуры Оэта, с населением в 4000 человек. Имея японские корни, маленький Хадзима Исаяма с раннего детства испытывал чувство любви к рисованию, а это значит, что его стиль рисования, а также манера цельной работы как полноценного произведения были вдохновлены корнями старой школы японского изобразительного искусства. Как сообщает сам Исаяма, в большей степени на него повлияли такие мангаки, как Цутому Нихэй, автор манги Блейм и Рыцари Сидонии, Кентаро Миура, автор Берсерка, Рёдзи Минигава и Хидэки Араи. Также большое влияние на него оказала манга под названием Проект Армс, выходившая с 1997 по 2002 года. Уже сейчас можно сказать, что примеры для подражания и вдохновения у автора весьма и весьма не слабые. Один Берсерк чего стоит. Неудивительно, что в последующем Исаяма выпустит не менее качественную работу. Также, оглядываясь назад, можно лишь удивляться, что мангака не прогнулся под так называемый устоявшийся формат жанра сёнэн, как с изобразительной точки зрения, так и с сюжетной. Атака Титанов полна невообразимым количеством элементов, которым читатель, будучи уже досыта напоен иными сёнэнами, попросту не готов. Но все это будет в будущем. Пока же вернемся немного назад, в детство знаменитого мангаки. Еще учась в школе, юный Хадзима Исаяма поставил для себя, казалось бы, недосягаемую цель, а именно заниматься своим любимым делом, рисовать мангу и стать мангакой. В одном из своих интервью автор рассказал, что в свои школьные годы он был достаточно слабым и хилым ребенком, неказистый юноша маленького роста, да с кучей комплексов в придачу. Вот как Хадзима Исаяма охарактеризовал тогдашнего себя. Будучи слаборазвитым физически, он часто проигрывал в школьных спортивных соревнованиях. Однако, физическая слабость сполна замещалась другим, совершенно не связанным со спортом талантом. И, как уже было сказано выше, сильная сторона его заключалась в рисовании. После школы все еще юный Исаяма поступил в художественное училище Кюсю на художника-мангаку, сделав тем самым еще один шаг к исполнению своей давней мечты. Уже здесь мы можем увидеть то, что будущий автор Атаки Титанов был верен своей цели и делал все возможное для ее успешной реализации. Обладая, как уже было сказано ранее, вполне отличными навыками в рисовании, в училище они были еще сильнее отточены, дав молодому автору билет к известности. Но слава и почет не приходят сами по себе. Это тяжкий, иногда нереальный труд. Как и в любой другой деятельности, для ее воплощения в жизнь нужно совершить первый, самый важный шаг. Для Исаямы этим шагом стало создание своего пилотного проекта, получившего название Шингеки но Кёджин. Первая, а точнее нулевая глава, кое название она обретет в будущем, имела колоссальные отличия от своего финального образа. Титаны появились не от мистической сущности начала всего живого, а были плодом рук человеческих. Ученые и природозащитники создали этих чудовищ для спасения планеты от уничтожения, а потом и стена, да, одна, единственная стена, а не привычная нам троица, защищавшая человечество, была выращена людьми и представляла из себя кольцо гигантских деревьев, сломать которые титаны не могли ввиду своей природы. Также, кроме прототипа атакующего, который появился в этой главе, о разумных титанах и речи не шло.
В общем, отличий было масса, и до финального релиза дожила только основная идея, концепт, если вам угодно. В 2006 году он отправил Шингеки но Кёджин на конкурс Гран-при журнала издательства Коданса, где получил большое количество хвалебных отзывов, как от критиков, так и от простых читателей. Манга Исаямы пришлась по душе искушенным любителям манги. Дальнейший путь в творчестве был намечен. Но откуда в голову автору пришла идея рассказать историю, главным злом в которой станут огромные, тупые и вечно жаждущие человеческой плоти гиганты? Изначально оценив свои реальные возможности, Исаяма не планировал, что деятельность мангаки станет его основным способом заработка, а посему зарабатывать приходилось скромной работой в интернет-кафе. Небольшой, но стабильный заработок позволяли молодому человеку как-то зарабатывать на жизнь, ведя довольно обычный образ жизни. Именно тогда он понял, как должны выглядеть идеальные чудовища, которые являлись бы основным злом в его произведении. Случилось это после того, как ему пришлось выставить из кафе пьяного посетителя, находившегося в невменяемом состоянии. Именно в тот момент он понял, что нет никого страшнее человека, обладающего физической силой, но до которого невозможно достучаться, попросить о пощаде или даже просто поговорить. Вам это описание никого не напоминает? Но не только неадекватные алкоголики, не понимающие, кто они и что они тут забыли, стали прообразами многометровых титанов. Свои прототипы у них есть и в намного более раннем искусстве. Как пример, картина «Колосс» испанского художника Франсиско Гои, которая самим Исаямой указывается в качестве одного из источников вдохновения для атаки на титанов. Отсюда автор подчеркнул идею о невероятном росте гигантов и, возможно, название одного из разумных представителей этих чудовищ. Но это еще не все. Все мы помним, каким ужасным способом титаны расправляются со своими жертвами. Они пожирают их живьем, олицетворяя тем самым один из многих человеческих страхов — деворофобию. Эта фобия более присуща нашим предкам, ввиду их образа жизни, давно отошла на второй план, но Исаяма смог пробудить в нас нечто, заставляющее чувствовать себя некомфортно, глядя на этих так похожих на нас и одновременно сильно отличающихся чудовищ. Эту идею он частично почерпнул в другой не менее известной картине «Сатурн, пожирающий своего сына», все того же Франциско Гои. Трудно не заметить схожесть образов Сатурна и неразумных титанов. Сейчас, уже зная о гигантском успехе манги и аниме, можно сказать, что автор не просчитал с выбором зла в своем произведении. Казалось бы, есть замечательная вселенная, история, персонажи и прочее. Что может пойти не так? Ни для кого не секрет, что для успеха любого произведения необходимо, чтобы о нем узнал какой-никакой круг лиц. На выставке в 2006 году Исаяма уже показал себя миру, но этого явно было недостаточно. Манга должна где-либо издаваться, чтобы обрести своих читателей. Изначально автор планировал выпускать мангу в популярном в Японии журнале Shonen Jump, тираж которых составлял более 2,5 миллионов экземпляров в месяц. Однако редакторы сочли историю чересчур кровавой и жестокой и отказались ее публиковать, посоветовав автору ее отредактировать. Исаяма, будучи человеком принципиальным, отказался идти на такой кощунственный шаг, решив попытать счастье в менее популярных, но не менее нуждающихся в мангаках изданиях. Первая глава «Атаки Титанов» увидела свет 9 сентября 2009 года, сразу завоевав сердца ценителей манги и сёнэнов в частности. А вот в 2013 году вышла аниме-адаптация этого гимна разрушением и страданиям, а его автор стал по-настоящему знаменитым не только у себя на родине, но и во всем мире. Хаджима Исаяма поистине гениальный автор. Выпускать мангу на протяжении 11 лет, ведя персонажей вперед по сюжету, не сбиваясь с намеченного изначально плана, это воистину титанический труд. Да, далеко не всех устроила концовка Титанов, и на это имеются довольно веские причины, но не стоит забывать, кто все эти годы дарил нам возможность раз за разом окунаться в этот жестокий и по-своему прекрасный мир, сопереживая его героям, узнавая вместе с ними тайны их вселенной. А «Атака Титанов», даже несмотря на неоднозначный финал, навсегда завоевала себе звание культового произведения, а вместе с этим любовь миллионов зрителей и читателей по всему миру. Аве Мария, друзья!